Ребята, всем привет! Продолжаю разбирать GTD 350. Сейчас на столе находится сверхвысокотехнологичный узел. Это турбина, которая питается от 6 атмосфер давлением. И вращается 45 тысяч оборотов в минуту. Хочется показать вам этот высокооборотистый технологичный узел вблизи. То есть вот такое у него состояние. Особенно тем ребятам, которые пишут хэштег «Игорь, восстанови GTD 350». Друзья, здесь восстанавливать нечего. Здесь восстановление заключается в замене всего. Ну, либо можно просто собрать, чтобы просто его запустить на холостых, там, погонять немножко. Собирать очень долго в любом случае. И ставить его после этого, куда бы то ни было, просто... Никто не рискнет, даже я. Вот этот разрезной высокотехнологичный подшипник. Он тоже поржавел. Очень сильно подгнил он. Он довольно-таки большой. Шарики крупные. Они даже похожи сейчас на керамические. Но они стальные, просто ржавые, потемнели, почернели. Опыт, конечно, показывает, что такие подшипники могут работать. У меня в ТС-21 тоже ржавый подшипник работает. И довольно-таки неплохо. Но здесь, друзья, никто не рискнет. Потому что все трубки забиты. Вот это, конечно, можно все вычистить. Совершенно спокойно, можно там и ультразвуком воспользоваться, и всем чем только угодно. Но стоит только одной из этих маленьких трубочек забиться. Там вот еще есть, вот раз. С этой стороны не видно, но тоже что-то есть. Есть какие-то вот тоже отверстия маленькие. Это повысыпались трубочки, которые тоже каналами масляными служат. Они просто соединяют две детали. Так, вставляются. И это масляные форсуночки с обратной стороны. Вот видите, сколько здесь этих форсуночек. Вот эти вот выборки. Выборки как раз таки ими и являются. Все это форсунки, которые к центру брызгают масло. Сама турбина в отличном состоянии, требует только, чтобы ее помыли хорошенечко. Вот так вот она выглядит, очень тяжелая. Весит, наверное, килограмм 6. С этой стороны я немножко почухал ее. И она прям совсем хороша. Балансировочные кольца. Вот такая форма лопаток. С обратной стороны пока что еще не чухал, ничего не делал. На валу установлено второе полукольцо от подшипника. Полностью я не буду надевать. Но очень интересный подшипник. Никогда такого я не видел. То есть два этих кольца соединяются и по ним бегают шарики. Как раз вот по этой канавке получается. Состояние, конечно, плачевное. Это самый плачевный узел во всем GTD. И в то же время самый сложный. Тут даже специальная контровочная пластина. Вот эти вот болтики с большим трудом мне удалось раскрутить. С той стороны такие же были. С этой я не трогал. Хотя тоже надо бы разобрать и здесь. В общем, хорошие новости в том, друзья, что по-любому я что-то с ней буду делать. Куда-то буду пытаться пристраивать. Но пока что нужно все почистить. Все предварительно собрать. И пускай лежит, буду думать, куда использовать. Потому что по-любому такие агрегатики в хозяйстве пригодятся. Это 100%. По крайней мере в моем хозяйстве. По крайней мере прожечь эту турбину мы еще прожжем. И не один раз. Пришло время размасливать подшипники. По крайней мере, очистилась от ржавчины, и мы можем оценить масштабы катастрофы. Вот такие шарики, ребят. А так выглядит дорожка на внутреннем кольце. Пока не очищено было, как-то оно лучше выглядело. Маленько. Ребят, чисто вот в принципе, хохмы ради, можно было бы даже подсобрать его, попробовать, дать огня.
Без всяких там претензий на работоспособность. У меня даже форсунки нет. И я ее, честно говоря, и искать особо не хочу. Ну, просто, смысла нет ее искать. Ну, как-то что-то подключить. Можно попробовать раскрутить этот мотор, запустить, дать огня. Просто так, скажем так, хохмы ради. Чтобы оживить, посмотреть, как он будет работать именно в таком состоянии. Но без всяких претензий, чтобы куда-то его там ставить потом. И прочее, прочее, прочее. Но это очень много работы, ребята. Я не уверен, что вы будете смотреть эти видосы с этим восстановлением. Не очень я в этом уверен, если честно. Надо немножечко подшалманить. Хороший накат имеет система. Предварительно все отмыл, теперь можно думать, что делать дальше. А пока можно разобрать какой-нибудь агрегат, например, топливный насос. Посмотреть, в каком он состоянии. И способен ли он хотя бы что-то качать. После мойки некоторых деталей они в прямом смысле заиграли новыми красками. Ну вот, например, этот сопловой аппарат оказалось, что имеет обтекатель, покрашенный в зеленый цвет. Точно так же выкрашено и внутри жаровой трубы. Она довольно-таки гигантская и имеет весьма сложную конструкцию. Здесь очень много всевозможных отверстий, завихрителей. Например, вот этот первый ряд отверстий, он выполнен под углом. Следующий ряд отверстий, он переходит в кольцевую зону и с обратной стороны не виден. Ну а далее идет уже непосредственно сам завихритель. Изнутри все это дело выглядит вот так. Вот он, тот самый зеленый цвет. Я много раз видел, что у истребителей форсажная камера тоже зачастую выкрашена вот в такой зеленый цвет. Ну, например, у МиГ-25 было так. Что это за покрытие, друзья, я не знаю. Но, скорее всего, в комментариях вы напишите. И я буду очень рад узнать, что это такое. Ну, вот так выглядят отверстия изнутри. Вон они. Под углом. Там вот кольцевая зона, как я говорил. И завихритель непосредственно. Также здесь просматривается такая слоистая структура. Друзья, я терминов не знаю. За каждым неизвестным мне названием в книгу лезть не особо хочется. Вот, ну, показать вам могу, как это устроено. В общем, проходя по таким каналам, поток воздуха охлаждает стенки жаровой трубы. Очень эпичная у нее конструкция. И используется всего лишь одна форсуночка. Крепится она на 4 болтах и 2 поддерживающих. Огромная жаровая труба. Можно даже попытаться сделать ТРД, работающие на дровах. Хотя для этого она вообще-то маловатая, мне кажется. Как вы, кстати, относитесь к сделать такой вот экземпляр? ТРД, который работает на энергии сжигания дров в топке. Из неизученного, но дико интересного остался топливный насос. Этот насос качает до 60 атмосфер керосин. Нужно посмотреть его внутреннее состояние. Может быть, надо будет сразу кидаться, собирать все обратно, друзья, и стартовать.
с этим двигателем. Но я что-то в этом сильно сомневаюсь, потому что он, ну, совсем уж весь закоксованный. Вал не проворачивается. Я даже пробовал не руками проворачивать, его не получается. В общем, давайте разберем и посмотрим. Такими темпами мы с вами, ребята, досконально изучим этот двигатель и будем знать, как он работает. Для начала все расконтриваю, контровка вся ржавенькая. Сразу расконтриваю, чтобы конвейеризировать процесс. Иначе очень долго можно будет разбирать. Если хочешь что-то быстро разобрать, нужно именно конвейеризировать процесс. Проволочная контровка вся удалена. Вот что с ней произошло. Теперь буду расконтривать шайбовую контровку, которая находится на каждой гайке. Абсолютно на каждой. Много здесь всего и трудно будет добраться до основного. Что-то мне подсказывает, что сзади удобнее всего его будет колоть. Сейчас мы все увидим. Вангую, что здесь обычный шестеренчатый насос. Самый обыкновенный. Только с хорошим уплотнением, поэтому дает 60 атмосфер на максимуме. Вот, друзья, вот оно. Пружина поржавела. Этот управляющий механизм тоже подзаржавел. Не шалохнется, не вращается. Здесь вот что. До самого насоса не добрались. Здесь вот какой-то центробежный регулятор видно. А насосик у нас вот здесь где-то, по всей видимости. Нужно копать дальше. Уже начал колоть с другой стороны. Конечно, грязи здесь очень много. Не ожидал я. Вот вообще, как она сюда попала. Здесь как бы герметичная система. Слушайте, где насосы? Где насосы? Я не могу понять, где они. Неужели он вот здесь? Здесь кроме грязи ничего нет. Здесь тоже, здесь лишь на маленьких шлицах какой-то маленький валик. Для привода вот этого вот центробежного устройства. Регулирования. Придется все разобрать, чтобы докопаться. Наконец-таки до правды, до истины. Ну, поехали. Так, значит так. Ну что, есть здесь насос или тоже отсутствует? Есть подшипничек. В хорошем состоянии, кстати. Ну, я так предполагаю, нужно дальше копать. Блин, как же докопаться-то, а? До насоса. Чуть подогрел и шайба пошла. Сначала вынул шпонку. А затем вышла шайба. Что мы видим здесь, ребята? Короче, нифига здесь не шестеренчатый насос. Здесь насос вот такой, кибернетический какой-то. Это плунжерный насос. Вроде бы не поржавел, но он, скорее всего, из благородных нержавеющих металлов, но не вращается. Нужно как-то аккуратненько его расшевелить. Мне кажется, это будет очень хороший насос для мастерской. Это уже не водяной насос, а насос для перекачки керосина. Надеюсь, все с ним в порядке. Надеюсь, сальниковое уплотнение нормальное. Судя по подшипничку, он должен быть хороший. Вот такой образовался творческий беспорядок на столе. Опять все мыть, чистить. У меня на этом все, ребята. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всех благодарю за внимание и всем пока. Это ж надо было такое придумать, а?